Всем привет! Меня зовут Антон, и вы на канале Пойди и проверь. И сегодня мы отправимся в заброшку, в Уссурийский кожевно-обувной комбинат. Сейчас 2020 год, и мы покажем вам, в каком он состоянии. Поехали! Проектная годовая мощность этого комбината была 3 миллиона 250 тысяч пар обуви в год. Как будто мы находимся не в городе, а где-то в Припяти. Это такой микрогород, очень большие крупные масштабы. Здесь трудилось около 3000 человек. Вот, зашли на территорию. Здесь вход проломленный, куча следов. То есть сюда частенько наведываются. Идем смотреть, что здесь есть. На территории присутствует охрана и есть собаки. Но мы будем аккуратно, конечно, чтобы не спалиться, показать вам. Здесь вот есть еще склады каких-то. Что-то такое. Вот колодки для обуви. Колодки уже более большие, да? Это не колодки, как они называются правильно? Это под обувь. То есть для них, получается, как натягивали, да, на них обувь, ну, подшили, как шаблон, или как сказать правильно, лекала разных размеров, то есть написано, да, здесь какая-то, что за размер, все, целые коробки прям скрытые, тут очень-очень много. Эти все темы просто разбросаны. Ящики. Везде разная маркировка. Очень удивительно, что это все не разграбили. Скорее всего, либо тут охрана прям очень сильно бдит. Ну, странно, почему это еще не разграблено. Бомжи, в принципе, они бы что-нибудь придумали бы с этими колодками. Ну, все на местах, все лежит. Вот. Скорее всего, наверное, тут охрана. Но это мы узнаем сейчас, пройдя дальше вглубь территории. Согласно Викимапе, здесь химсклад. Пойдемте посмотрим. Запах чувствуешь какой? Химсклад. И здесь прям запах такой жесткий химикатами. Ну, жестко, конечно. Сохранились химические всякие темы. Краски там, да, прочее.
Наваленный горами. Вообще территория комбината около 75 гектаров. Здесь находилось 2 садика, столовая, дом культуры. И на территории есть училище. Вот, то есть как бы это такой микрогород, очень большие крупные масштабы. Здесь трудилось около 3000 человек. 3000 рабочих мест, да. То есть как бы объемы этого комбината были просто очень большие. Филиалы предприятия находились в Дальнегорске, в Ливадии и в Раздольном. То есть ну, это было такое масштабное предприятие. Вот, очень большая площадь. Вот смотри, это кабинка из детского садика. Вот кабинки из детского садика. Нарисованы треугольнички всякие. Они сюда их складировали, вот еще дальше есть. Посмотри, тут еще эти аптечки. Ну это помещение, наверное, что-то воняет. Да, везде аптечки. Сейчас почитаем, что здесь написано. Средство отравления, приготовления. Радиоактивное средство 4. Номер 4. Номер 4. Счет. Вот это тоже хим, склады, все. Все они, вот они. И за нами. Вот начинаем смотреть, вот здесь с том полазили там, вот здесь закрытый, забитый. Внутри посмотрим, что там. Здесь ничего такого. Все уже избито. А здесь что это такое? Что за карточки? А, это не знаю, что это такое. Какие-то они разного цвета идут. Такие темы. Вот их просто навалено куча. Прикол. Интересно, на ней есть? Она ну да, ей уже хана, конечно. Что-то раньше было. Мешки. В мешках тоже какие-то язычки. Кожаные. О, пленка сохранилась, да? Да. О, тут это есть. Надо будет ее взять. И это. Посмотреть потом, что здесь. Да, сохранились прям кадры, видно. Какие-то отчеты. Расход октябрь, 91 год. Приказ. Какие-то эти. Хром, одежный, велюр, одежные куски, одежные отходы, одежные. Это документы. Да, вот смотри, видишь тут? Документация. Дальнегорск, Ливадия, Хабаровск. АО «Надежда», 94 год. Карточка складского учета материалов. Вот тоже мы пришли на складские помещения, но это все дальше продолжается. Здесь обрушенная крыша. Здесь черные потолки. Везде обгоревшие. Какие-то замки. Замки обувные. Вот здесь все горело.
Просто пепелище. Но здесь как будто склад замков был, да? Смотри, здесь очень много замков. Шнурки, замки, вот шнурки. То есть тут не только химические, да, получается, склады всего будет. Вот обрушившаяся крыша. Но тоже здесь не очень безопасно. Обрушилась, наверное, от пожара, скорее всего. Мы идем дальше. Краска. Всяких цветов разных. С той стороны там был один вход сделан кирпичом. Неизвестно, что там за этой стенкой. Но может быть есть проход. С другой стороны, сейчас пойдем посмотрим. Здесь есть такая дыра. Она закрыта. Ладно. Нет. Здесь какие-то тоже реактивы. Что это такое? Бутылки. Латекс. Синтетически используется при ремонте жилых помещений. На твердой поверхности бумажных тканевых покрытий. Это что-то применяли для изготовления. Ну, здесь тоже пакеты с химической краской, с какими-то химикатами. Вот здесь бутылки. Этиловый эфир уксусной кислоты. Нашли вход в соседний склад, который был сделан кирпичами. С той стороны нельзя было зайти, но можно зайти с этой. А нет, это разделенный. Это разделенный. Получается, с этой стороны и с той можно заходить. То есть мы, получается, только на одну половину попадали, правильно? А нет, все правильно. Вот. Да, вот он закрытый. Вот этот вход был с той стороны закрытый. Здесь шнурки. Да, это резина. Это не шнурки. Вон подошва. Все канолево. Да, скоро рухнет стена. Здесь такие трещины. У нас конкретные. Здесь что было? Сейчас позже зайду туда. Смотри, здесь какие-то стоят эти. Что здесь было? Непонятно. А, да, может, мотки остались, да, как эти катушки. Стояли катушки. Ну что-то да, здесь какой-то то распаривали, может быть, это как-то кожу или что-то связано с водой явно. Не зря эти баки стоят. Санузлы. Здесь какие-то, вот душевая, да? Санузел там. Ну, в смысле, туалет, а здесь, походу, была душевая. Да, вон он, этот краник. Цех чего это? На Викимапе не показано, чего это цех? Все это показывает, что это все еще склад. Ну, здесь явно уже не склад. Вот как раз мы с той стороны не будем проходить, давай здесь посмотрим. Вот здесь был склад явно. Смотри. Тоже какие-то краски или что здесь было. Какие-то химические темы. Все, конечно, да? Так, ну все, мы выходим, получается, выходим со склада. А сейчас мы с вами отправимся на завод хромовых кож и посмотрим, что от него осталось. Погнали.
Вот завод хромовых корж с торца выглядит так. Сейчас Уже слышно, собаки где-то лают вдалеке. Но я думаю, что мы успеем его снять и нас не спалят. Да, масштабы, конечно, просто поражают. Просто офигеть. Рухнул второй этаж. На бетоне. Надо очень аккуратно ходить вот именно в этом месте. Ты что, кожа, что ли? Да. Листы с кожей. Просто здесь такие помещения и реквизиты, что можно снимать фильмы про постапокалипсис. Как будто мы находимся не в городе, а где-то в Припяти. Просто тут объемы и масштабы просто поражают. Здесь, получается, я читал, что здесь очень много было оборудования, которое просто выпилили и продали на металл. Просто на металл. Ну, в смысле, когда эти цеха банкротили. Вот отсюда можно посмотреть, где училище. В районе училища как будто бы есть охранник и собаки. Поэтому мы вот хотим не выйти на него, чтобы нас не выгнали раньше времени, чтобы мы успели поснимать здесь. Выход на улицу. Документы. Кожа хромовая. Кожа хромовая для верха обуви из шкур крупного рогатого скота средних и тяжелых развесов. Какой год? 90-й год. Дело номер 306. Что это такое? 83-й. То есть вот документы. Меня еще на свете не было. 82-й. Просто. Датированные документы, датированы 81 год. Меня еще не было просто на свете. Я думаю, что документы и постарше. Вот какие-то таблинки. Вот такой вот первый этаж. И мы сейчас поднимаемся на второй этаж. Нашли лестницу. Здесь какие-то
небольшие помещения. Тут ничего нет. Вот на улицу нам все это не надо. И вот она лестница на второй этаж. Кафель, смотри. Все в кафеле. Все серьезно. Давай на второй занырем. Открывай. Сейчас потихоньку. Сильно шум. Здесь помещение. Все в кафеле. Санузел. Такое чувство, что разбирали. Складывали, да? И потом хотят это, наверное, использовать. Получается, это так, они как бы похожи, да? Как там, только там рухнул второй этаж, а здесь нету. А третий этаж. До такой степени было сложно, что даже поспиливали эти поручни, Здесь эта лестница не рухнет. В смысле, здесь еще и четвертый этаж, есть и пятый. Братан, это еще все серьезно. Сейчас мы посмотрим. Вот следующий объект. Мы пойдем дальше параллельно. Это вот эти здания. Ничего интересного? Тут есть этаж. Все серьезно. Мы думали, там нету этажа больше, и там крыша. Здесь просто. Че? Я вижу. Это не контейнер, это как будто тентом накрыт. О, чувак, там. Там чувак. Там, иди сюда. Вон там прямо возле семьи такие. Да, они там шарахаются прям жестко. Что здесь? Трансформаторная уточка. Они сохранились там какие-то темы. Так, ну что, пойдем на второй этаж. Вот здесь прям вообще второй этаж. Лифт? Ну да, какая-то шахта, похожа на лифтовую. О, вообще круто. Щетки. Что-то чистили. Получается, если первый этаж, они там, ну там какое-то оборудование стояло, станки, да, получается, то здесь, я так понимаю, уже, ну, какое-то изготовление, да? Или, может, подготавливали ее как-то, эту кожу. Потому что на втором этаже навряд ли, наверное, тяжелое бы что-то стояло. Но я имею в виду оборудование. Здесь такое уже тоже небезопасное, все прогнило, все везде ржавое. Все, наверное, держится на честном слове.
И масштабы заброшки, конечно, просто поражают. Есть какие-то помещения. Ну да, да. Какие-то помещения. Так, здесь аккуратно. Пойдем посмотрим. На верхнем этаже бегает или собака, или птица, не можем понять. Сейчас пойдем посмотрим, кто там. Вентиляция. Лают они, конечно, эпично, сука. И лают они как раз там, куда нам надо идти. Да, вот видишь, столы. Ну, то есть здесь какое-то было. Проводка даже вон висит еще до сих пор. Да, они здесь что-то, да, делали именно на этих столах. Какие-то бочки с реагентами. Вон еще, смотри, видишь, лестница. Это на крышу. Крыша, да, чердак. А вот получается еще какой-то как будто лифт, видишь? Шахта. О, тут даже, о, сохранился лифт. Смотри, лифт сохранился. Тросы. Тросы с одной стороны сохранились, с другой стороны уже нет. Бутыли с реагентами. Что, идем дальше? Вот. Здесь сохранилось. Шкафчики. Шкафчики. Здесь или переодевался. Скорее всего, кто-то переодевался. Может, раздевалка была, да? Для рабочих. Вот тоже раздевалка, душ, санузел, душевые какие-то. Тут смотрит, этот, наверное, вспомнит, если работает. Да, дальше посмотрим, что там. Спуститься получается с этой стороны вниз. Вот здесь и спустимся. Что за календарь отрывной? Это с какой год? Отрывной календарь. 96-й год. Отрывной календарь 96-го года. 1 января, понедельник. Тяжелый день был. Мы следующий идем блок. Во второй этаж. Мы что, здесь не прошли, что ли? Здесь тоже какие-то реагенты. Просто куча бутылок с реагентами. Такие же бутылки, как валялись там. Здесь только какая-то сильная нашла. Штукатурка, не прикасайся к ней, чтобы она не падала. То есть, я так понимаю, у каждого этажа была своя раздевалка, и они переодевались. Не, ну ты представь себе, 3000 человек. Не, ну да. Ну, то есть, в смысле, у каждого этажа там они занимались каждым своим делом. И вот люди переодевались. Получается, это раздевалка второго этажа. Также санузел. Вот рухнувший. Что, выйдешь? Вот рухнувший этаж с первого этажа.
тоже, да, раздевалка? Раздевалка. Спускаемся на первый этаж. И... какие-то помещения закрытые. Тоже какие-то склады, да? Не склады, какие-то складские помещения. Все завалено, все разбито. Все здесь делать нечего. Попали в такое знание, на Викимапе оно не указывается. Сейчас посмотрим, что здесь, а потом отправимся дальше. Все разбито. Станция по техбезопасности. Техбезопасности. Все как надо. Разлитое масло, воду убирай. Общись. Вот все как надо. Здесь какие-то. Сейчас мы находимся возле блока подсобных цехов по переработке отходов производства. Пойдемте посмотрим, что тут. Вот здесь колодки, противогазы. Вернутые ящики. Какой-то, это типа какой-то тут был кабинет, не кабинет, знаешь, какой-то склад, а вон обувь, эти как подошвы белые. Вот здесь. Посвети, пожалуйста. Куда его снимать? Ножки делают. Да. Детский, да, похоже, на детский. Или взрослый, понятно. Взрослый, детский, какая разница. Тоже подошва валяется. Стеллажи. Вон стельки лежат. Стеллажи со стельками. Здесь выйдем с этой стороны. А, там второй этаж есть? А по первому что, не будем ходить? Вот здесь даже перила не спилили. Все обшарпано. Но ходить здесь как-то не очень безопасно. Как-то прям все так. Вот здесь был какой-то кабинет тоже. Стеллажи, столы. Здесь, походу, был офис. Ну да, да. Офис. Не офис, а просто. Вот такую туфлю делали. Красивую. На этом предприятии. Это, мне кажется, современный или нет? Вот такая детская обувь, какие-то полусапожки женские.
Куча документации, шкафы с документацией. Разные. Кстати, твой размерчик, да? Молодец, какой. Кстати, такая обувь нормальная, приличная была. Если честно, сейчас бы ее носили, я думаю. Вот не знаю, что говорю. Мы говорили, она была качественная, это было. Качественная? Особенно вот. О, прикольно. Он даже наш. Ну, я говорю, нормально современная, вообще. но обувь такая, что Нормально. если она была качественная, не как делают китайцы, то... Да, здесь все. Идем дальше. Здесь вообще криповое такое, да, место? Лестнички даже сохранились. Лестница, наверное, безопасная, да? Я думаю. То есть там получается лед глубокий. Это получается здесь утилизация, да, была? Ну, переработка, ну, всякое, все, что отрезали, наверное, от кожи, там такое все. Все это когда-то перерабатывалось. Может, в этих баках как-то варилось или там. Да. Оно это, ну, перемалывалось там. Как... Я не знаю все тонкости производства. Ну, какие-то на постаментах стояли станки или что там, да? Не видно. О, тема. Да, здесь какие-то желоба находятся. По этим желобам стекала вода. Желоба. Вот желоба. Здесь просто уже разруха. Все рушится. Здесь такие же. Может быть, сверху как крышки были эти плиты. Их сняли, сдернули отсюда. С той стороны пройдем. Смотри, сквозное, видишь? Отверстие. Там что-то было, просто его оттуда вытащили. Все, разваленное помещение. Дальше. Барабаны, видишь, они обвиты тонкой жестью, поэтому они никому не нужны. Так бы их уже бомжи бы продали. Но хотя, если честно, тут бичам есть, да, что пособирать? Знаешь? Прям нормально так еще.
Сундуки, да, что-то. Знаешь, крыша. Это типа санузлы, да, я так понял. Душевая. Раздевалки вот какие-то. Поляна. Не открывай, не открывай. Нет никого. Пусто. Да, аккуратно здесь на полу, здесь только. Думаю. Колодки. Вау, тут еще пластинка даже какая-то есть. Что это за группа? Песни Вячеслава Добрынина. Вот здесь пластинки, все как надо. Это с этого может быть, с Дворца культуры. Какой-то мини-складик здесь был или что. Здесь колодки эти. Формы для обуви. Вот здесь стельки, язычки для обуви. Чешки, смотри. Новые чешки. Здесь не были. А здесь тоже подошва. Ничего такого. Воняет чем-то здесь жестко. Какими-то химикатами. Опять навалена куча формы для обуви. Все разбомблено. Здесь тоже был, да, похоже, или пожар, или что-то. Черные стены. Ну что ж, пойдемте теперь посмотрим, что осталось от цехов жестких и юфтевых кож. Погнали. Да, ничего, собственно говоря, здесь и не осталось. Какое-то оборудование стояло, да? А? Какое-то оборудование стояло здесь. Ну ладно, как сделано странно. Ты знаешь, что здесь было? Кто-нибудь скажет. Да, уже ничего нету. Что, пойдем туда зайдем? Второй этаж? Здесь ничего нет. Здесь палево, смотри, здесь все в трещинах. Здесь как бы... Что, отсюда поднимемся? Да.
ничего не видно без фонаря. Пустые помещения. Здесь уже вообще поменьше, да, и мусора, и всего остального. Что там есть? Сквозной проход. Здесь. Приятно было водосток. Да, есть какой-то водосток. Есть Здесь такая обработка водой какая-то, будет а для кожи, для того, чтобы она мягче стала, там типа будет кожа. Водой что-то отдают или что? Тут ее выкладывают, типа, и вроде. Вот такие вот руины. Очень масштабные. Вот получается тоже шахта лифта. Вот такая шахта. Самой лифтовой кабины нету. Остались тросы. А вот еще одна шахта. Но я так понимаю, что это были лифты. Проектная годовая мощность этого комбината была 3 миллиона 250 тысяч пар обуви в год. Так, второй этаж здания. Это мы сейчас где находимся? Мы находимся в цеху. Вот этот цех, по-моему, нету. Можно в нем лазить. Это самого. Да. А вон дом культуры виднеется. Двухэтажный. А вон собаки, смотри, видишь? А мы там. Видишь? Тихо, тихо. Спалят. Видишь, нету второго выхода на второй этаж, не знаю где. Какая-то. Это вентиляция, да, была? Нас палят очень жестко, собаки гавкают. Мы не можем найти выход на второй этаж. Видишь, нету выхода. Может, это еще? Дальше. Тихо, тихо, не топай, не топай. Тихо. Тихонько, тихонько. Пойдем, пойдем, пойдем. Тише свет. Там жди нас.
Здесь выхода тоже нету на второй этаж. Пойдем искать дальше. Все рушится. Не курить. О, а вот и наш объект. Получается, у него всего 2 этажа, да? Сейчас я спущусь вниз. Здесь такое чувство, что прям вообще, если те цеха еще более-менее какие-то, да, не растасканы, то здесь прям так все печально. Очень печально разбито. Вот лифтовые. Если в тех помещениях мы находили какие-то остатки, то здесь уже поменьше. Но что-то все равно есть. Что это, непонятно. А вот и вход, слышишь? Это какая-то комната. Пустая, все облазит. Потолок обрушился. А здесь какая-то была комната, да, смотри, типа сидел здесь, наверное, какой-нибудь начальник цеха или кто, и палил в окно, как работы производятся. Почему? Чисто Припять. Уссурийская Припять. Можно сказать, это как заброшенный микрорайон, да? Небольшой. Часть территории сейчас туда пройти, ну, непроходима в плане того, что там много собак, таких довольно-таки крупных. Они нас палят, вот, уже гавкали. Вот, и получается, там склады уже какие-то компании, ну, так понимаю, транспортные компании или чего там мы видели, разгружались. Какие-то работают работяги. Вот. Пройти мы туда не сможем. Там получается из объектов осталась столовая, дом культуры, училище, профучилище, потом еще там какие-то склады. Ну, в принципе, по территории, вот, наверное, мы сколько здесь, 4 или 3 прошли, да, таких больших зданий? 4 или 5? Ну, бывали 4. в 3 цехах, в одном складу, в 2 складах. Это 3-й цех. И мы еще в один пойдем, еще один. То есть получается 4 цеха, правильно? Вот. И они по площади, ну, по карте Викимапии, примерно еще половина. Вот, то есть вот как вот эти цеха, еще примерно столько же там есть, но ту территорию уже пройти, ну, как бы не получится, потому что собаки спалят, охранники по-любому выгонят тебя. Ну, или собаки могут покусать. Вот тоже какие-то вентиляционные шахты. Да, вот все, вентиляция. Представляешь, вот побыть просто на секунду, в тот момент, когда здесь прям все мощности работали, когда они делали именно, ну, там, сколько пар обуви за месяц, да? Вот именно побыть именно в тот момент, когда здесь прям вот работало производство. Я представляю, тут просто кипела жизнь, просто, ну, я не знаю, как улей был. Жизнь кипела. Вот технологическое какое-то окно. Вот, видишь, по-любому что-то вниз, ну, соединялось как-то, видать. Может быть. Вот получается какое-то отверстие технологическое. А вот, что-то, ну, я сомневаюсь, что отсюда плиту выбили. Не выбили. Да, здесь что-то было? Здесь лифт или что-то типа такого, видишь, здесь железный помост такой. Ну, швеллера. Пойдем поднимемся сейчас, подожди, я посвечу здесь. Вот. Какие-то бытовки. Вот последнее здание, которое мы сейчас пойдем. Вот вид такой на это здание. Там прям тоже все печально. Это что за здание будет следующее у нас? Изготовление, да, или что там? Изготовление Галантереи, кожгалантереи, да, по-моему? А вот походу тоже раздевалка была, шкафчики.
даже окна сохранились. За 50 лет. Ага. Основные, получается, ну, мощности, да, получается, наверное, там были. О, кто помнит, вот такие бутылки из-под кефира раньше были. Сейчас уже такие не найдешь. Кефир был, не был. Вот такая же обувь. Вот здесь металл собирали, видишь? Собранный металл еще кто-то, походу, уже тут потихоньку выносит отсюда. Но лестница такая нормальная. Тут ничего нету. Это кажется на печать. Ну, перед нами цех по производству обуви и галантерейной продукции. Это последний, да? Ну, да, это последний цех, который мы сможем сегодня посмотреть, скорее всего. Здесь подстанция была, видишь? И прям, о, здесь вообще. На улице уже темнеет. А здесь прям уже наступают сумерки. Это щитовая. Электрощитовая. Помещение. Так, что, начнем справа. Первый этаж осмотрим. Потом пойдем наверх, правильно? Первый этаж все смотрим. Ну здесь прям ничего нету, пойдем дальше. Не будем останавливаться. Тоже санузлы. Санузлы, пойдем дальше. Струшенные. Вообще ничего, да, не осталось. Если в тех цехах еще навалено, как-то более-менее, то здесь прям печаль, выход. Так, ну мы туда не пойдем, да? Пойдем на второй этаж. Вот это что забито? А не выход. И с той стороны забито, и с этой непонятно. Ничего там нет, да? Ладно, идем на второй этаж. Здесь какие-то тоже оборудование, да, станки стояли, постаменты. Да, здесь еще. Это тоже все раздевалки, видишь, оно все типовое. Раздевалки все типовые, санузлы идут и раздевалки. Они все, на всех практически этих помещениях типовые раздевалки и помещения. Можно подняться наверх. Вот у нас второй этаж. Вот это здание, наверное, самое криповое. Здесь, если в тех зданиях, вот видите, получается, там сохраненные рамы, то есть стекла, рамы сохраненные еще некоторые. То есть здесь нету ни рам, ничего, просто выбитые стекла. Тоже какие-то вот это артефакт в рамке. Картина чисто Ленин. Какая-то документация.
правила безопасности. Вот тоже куча подошв. Да? Вообще мощь. Так, что, пройдемся здесь? Здесь тоже какие-то лифтовые шахты. Что здесь написано? Вентиляционная камера. Да, здесь, может быть, и как раз и были вот эти вентиляционные агрегаты. Открывай здесь. Смотрим, что здесь. Ну если это типовое, это тоже раздевалка получается. Это такие же, ну как это, как с той стороны здания, правильно? Да, смотри, кабинет отбитый, типа кожа, да? Мы поднимаемся на 3-й этаж. Здорово. С окна видно территории. Еще столько же. Закрыто? Почему? Забито, да, как будто? С той стороны забито. Ага. Интересная дверь. Что там интересного у нас? О, смотри. Здесь типа как доска была, на ней писали. Да, чертежи. Окрутилось. О, здесь обучались, да, это? Актовый зал, да. Вот. Фото вождей. Вот. Старая мебель. Раньше, да, везде была такие были такие стулья. Тут учебник. А, да, учебник, слышь, парты. Здесь учились. Это, может, парты перетащили с этого, с училища сюда? Уже какой-то кабинет. Санузел. Так. Там не было, да, дверей? Да. А куда мы не могли попасть? Пойдем посмотрим. Здесь окна сохранились. Курсе, все кажется, что ты сейчас будешь заходить в очередное помещение, кто-нибудь выскочит. Все не криповый, а вот и 2-й этаж. Здесь не были. Да? Да, мы здесь не были. Ну, тоже такой же, как вентиляционный, получается. Ну, все типовое. Получается. Вот здесь какая-то плакаты, типа кондейка, бытовка. Что здесь такое было? Плакаты 89-го года. Просто плакаты 89-го года. С какого-то журнала. Литература какая-то. Кабели, провода, шнур электрические, вспомогательные. Это такая вся литература. Не, по-моему, еще есть этаж сверху. По тем краям типовые, мне кажется. Самое криповое здание. Здесь прям вообще разруха. Если в тех зданиях еще более-менее все сохранилось, то здесь прям такое чувство, что в нем больше лазят, в курсе. О, какие-то склады тоже. Ящики, колодки, форма для обуви.
А это что у нас? Инструкция по охране труда. 94 год. Какие-то темы, да? А это ты шнурки завязываешь? А, да. Вот смотри, тут навалено там этих железных шнурков. Клёпки. Хочу, что здесь разбирают мебель, да, на дрова или что? Или рамы разбирают на дрова. Я говорю, есть еще этаж. Так, ну что тут? Посмотреть. Здесь все то же самое. Шахта лифта, вентиляционная и лестница наверх. Здесь было забито, смотри. Вон ведра собраны. Ну, тут кто-то собирает металл. Поставил уже, приготовил, но еще не вынес. Вот какие-то части перила даже не срезаны. Что такое? Кожаная дверь. А, ну здесь тоже получается, правильно? О, нет, здесь как эти, как лаборатории какие-то. Вот. Белый порошок. Белый порошок. Проводили какие-то опыты здесь. Арматура. Изокол. 69 пробирки. Вот вторичная. Здесь, может, какая-нибудь медчасть была здесь? Потому что здесь, смотри, всякие темы, пробирки, баночки. Здесь оказывали помощь медицинскую. Лечили людей. Ага. Батарейка села на фонаре. Печально. Шкафчики с препаратами. Пойдем дальше. Помещение. А здесь что? О, здесь какой-то спортивный уголок был, спортивный зал, видишь? Здесь эти темы для занятия спортом. Вот поднялись на последний этаж последнего здания. И здесь, получается, идет выход на крышу. Вентиляционные помещения. И крыша. Ну вот мы показали вам Состояние кожкомбината. состояние кожкомбината, да. Вот. Ну, прошло 50 лет. Как бы с первого дня, с первого выпуска продукции. 50, более 50, нам около 55, по-моему, дали. 55 лет. Да, вот, все печально. Вот, часть территории мы смогли пройти, часть территории. Процентов 50, 40 мы прошли, короче. Ну, про говоря. 50, да, мы, наверное, 50, прошли. 40. Там Нет, даже- территория закрыта, Да. дальше уже не пройдешь. Есть какие-то склады. Если вам понравилось данное видео, Ставьте лайки, подписывайтесь, подписывайтесь на канал, и все будет четко. и мы вам покажем новые интересные места. А с вами были Пойди Проверь. Пока.